Okay. I wanted to just say one other thing about interpretation and application. И я еще хочу кое-что сказать по поводу толкования и применения. Let's look at 43 verse 1 Давайте откроем 43 главу, 1 стих. and read that. Прочитаем ее. Исаии 43:1. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Okay, so who is he talking to there? Who is he talking to? К кому здесь Бог говорит? Израиль. To Israel. To Israel, Jews. Израиль, к евреям. Not to the church. Не к церкви. So he reminds them that he's their creator. И он напоминает им о том, что он их творец. He formed them. Что он устроил их, да, сформировал. He says, "Do not fear." И он говорит, не бойся. Were they fearful at this time? Страшно ли им было в это время? Yeah. And then he reminds them that he has redeemed them. И дальше он напоминает им, что он искупил их. And he says, "I have called you by name. You are mine." И дальше он говорит, что я назвал тебя по имени твоему, ты мой. So naming to the Jews has to do with ownership. Ну и когда вы даете кому-то имя, вот в еврейской культуре это подразумевало владение, право на владение, собственность, власть. So clearly the application is to Israel there То directly. есть очевидно, что применение здесь к Израилю. А время искупил это в будущем? Искупил. Это прошлое или будущее? Не, ну может быть опять ошибка. Нет, Не, здесь не ошибка, здесь... То есть если в нашем времени переведено как в прошедшем, то это по-любому в прошедшем, да? То есть я имею в виду, он не мог видеть и говоря, что искупил в будущем. So, I have redeemed you, that's clearly past tense. Past. Well, he's reminding them that he's redeemed them, and Он напоминает им о том, что он уже искупил. they are his. He's going to redeem them in the future И too. что он искупит их в будущем тоже. Но да, в целом. Can I just make a short comment about Bible software? Друзья, если есть возможность, дома компьютеры или покупаете ноутбук, ставите Bible код, там есть лексикон Стронга, синодальный текст со Стронга, нажимаете, смотрите время, или biblezoom.ru. Bible-zoom вообще бомба. Да, открываете, если какие-то вопросы возникают, смотрите время. Синодальный в целом достоверный по времени, но иногда бывают залеты. Но он говорит об этом когда залеты, да? Да, ну то есть он говорит, да, мы их с вами находим время от времени. Я больше к тому, что не может пророк говорить, что он совершил, подразумевая будущее. Ну, подразумевая... То есть время правильно переведено. Искупил, но так не само грамматическое время, как в 40 главе Исаии, да. А просто по отношению к будущему. Ну, пророчество, оно обязательно имеется в виду, если, как и в грамматическом... Исаия 42 прошлое время, но Ллойд говорит, это будущее. Что это меняет? Я просто думаю, So when prophet says in the past tense, like I have redeemed you, he means this past tense, past redeeming, or the redeeming in the future also? Well, he's reminding them of how he redeemed them past tense. То есть он здесь напоминает им о том, как он искупил их в прошлом. Читай. But he says, "You are mine." Но дальше он говорит, ты мой. And so he implies he's going to redeem them future too. You are mine. Но и это мы можем применить это так, что он также их искупит и в будущем, потому что ты мой. They should be thinking, if you did it in the past, you'll do it in the future. Они должны думать так, если он сделал это в прошлом, то он сделает это и в будущем тоже. Because you are mine. Поскольку ты мой. Okay, now,
Go to 1 Peter 2:9. И давайте откроем 1 Петра 2:9. Here, Peter's speaking to believers in the church. Здесь Петр говорит верующим в церкви. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. So we are also a people of God's own possession. We are His. И мы также народ взятый в Божий удел, мы также его собственность, мы также его. Да? Понятная идея? So just as God is faithful to Israel, He is faithful to us. И точно так же, как Бог был верен по отношению к Израилю, Он будет верен и к нам. It's the same God. Это тот же самый Бог. So if I were teaching this, that's the way I would teach it. I would teach the faithfulness to Israel and then same God, so He is faithful to us. Если я бы проповедовал на эту тему, я бы вот так это проповедовал, что Бог был верен к Израилю, Бог верен будет также по Verse отношению. 13 is future redemption. Стих 13 в 42 главе это будущее искупление. Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих. Hearing nothing. 43, 14 through 21 is future redemption. 14 through 21. Chapter 43, 14 through 21 is future redemption. Значит, 43 глава сейчас. С 14 по 21 стихи это будущее искупление. С 14 по 21 стихи будущее искупление. В 43 главе. Verse 25 is redemption. Стих 25 это тоже искупление. Я сам сглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помню. Можно по 25-му вопрос, Ллойд? Question on verse 25. Здесь, в контексте это все к Израилю. Может ли это также относиться вот к нам, к нашему времени, что здесь как пророчество определенное, что благодати, что будет благодать в свое время? So, this verse seems to be about Israel, but can we apply it to us and like a prophecy about the coming grace? Могу ли я иногда этот стих, когда ободряю кого-то, что Бог прощает грехи, смотри, что Он говорит? Sometimes, can I use sometimes this verse, encouraging, comforting someone, and saying that God is, He the one who wipes out your transgressions for His own sake, and He will not remember your sins. Yeah. Да. Because He only died on the cross once. He died on the cross for Jews and Gentiles. Потому что Иисус умер на кресте только один раз, и умер и за евреев, и за язычников. Давайте откроем 45 главу, 15 стих. What's the context? What has He been talking about? И какой здесь контекст, о чем здесь говорит? Surely you are God who hides Himself, God and Savior of Israel, yes? Какой контекст, о чем здесь говорится? Про то, что Бога признают египтяне и эфиопляне. The context is that God will be accepted and recognized by Egyptians and people from Ethiopia, Sabians. Опять о спасении Израиля. About salvation of Israel. Еще громче. It talks about Cyrus, seems like. Okay. Talks about Cyrus. Да, говорится о Кире. И говорится, то есть, что все преклонятся пред Богом, с 14 стиха. And the general idea from verse 14 is that all nations will bow down before the God. Okay. Good. And what happens before that? Хорошо, а что произойдет перед этим? In the context. В контексте. Тут, значить, Кір, говориться, що Кір завоює Вавилон, Кір допоможе звільнити євреїв. Seems like it talks that Cyrus will
destroy Babylon, and Cyrus will help to dismiss or set free Jews. Ну, щоб місто моє побудується. Ну, That он he ще will може. build the town, He city. will. He will build the town, the city. Okay. What about 6 through 10? Что по поводу стихов с 6 по 10? Величие Бога, что Он все создал, Он Творец, The greatness of God, что that Он He над всем все контролирует. created everything, that He is a creator and He is in control of everything. Десятый стих похож как временно. Verse 10, it's similar to the one in Romans, 9 глава. Romans 9 somewhere. Okay, yeah. So it talks about the greatness of man, or greatness of God, Да, то есть говорится здесь о величии Бога. and we should be responsive to our great God. И нам нужно быть очень чувствительными и отвечать нашему великому Богу. He's provided nations and leaders to help, in this case, help Israel. И этот Бог, Он правит народами и поставляет руководителей для народов, чтобы помочь, ну, в данном случае, Израилю. Talks about other nations coming and worshiping Him. И говорится о других народах, которые придут и поклонятся Ему. But this, our God is, while He's so great, we worship Him in spirit and in truth. We don't worship an idol. Но здесь говорится о том, что наш Бог так велик, что мы поклоняемся Ему в духе и истине. Мы не поклоняемся Ему, мы не поклоняемся какому-то идолу. So He's different than all these other gods. И Он отличается от всех этих других богов, They can look at their gods. ну, на которых они, может быть, смотрят как на своих богов с маленькой буквы. But our God hides Himself. He's not, we don't worship an idol. Но наш Бог сокровен, Он скрыт, то есть мы не поклоняемся какому-то видимому идолу. Понятно? То есть мы поклоняемся великому Богу, которого, ну, не видно. So I think that's what He's talking about in 15. Ну вот, и я думаю, что вот именно здесь, об этом он говорит в 15 стихе, что ты Бог сокровенный. All right, anything else in 45? Так, что-то еще в 45 главе есть? Or 46. 46. Вот это Вил и Нева. So these cities in verse 1, Bel and Nebo. Bel, the god of Babylon. Бел, то есть Вил это бог Вавилона. Ага. Nebo was a god, it was a god of learning. Of what? Learning. Learning. Yeah, god of learning, god of knowledge. Ага. Небо был богом познания, богом знания. In Babylon, Yes. да, в Вавилоне. То есть Вил был богом вообще Вавилона, считался главным, а Нево был богом знания, познания, мудрости в Вавилоне. Акир — это царь Ассирии. Нет, Персии. Медоперсии. Персии. So our God is comparing Himself to these gods of Babylon. То есть наш Бог сравнивает себя с этими богами Вавилона. Talks about His greatness in 8 through 10. Говорится здесь о Его величии с 8 по 10 стих. And then in 11, calling a bird of prey from the east. И в 11 говорится, что я возвал орла с востока, The man of my purpose from a far country. из дальней страны исполнителя определения моего. That's Cyrus. И это Кир.
прямо с востока. So why does he condemn Assyria and Babylon and commend Persia? Почему Господь осудил и наказал Ассирию, Вавилон и возвысил Персию? Они загордились. Кто? Ассирия, Вавилон. Да. So Assyria and Babylon became proudful. И обижали Assyria and Израиль. Babylon became proudful as they proudful and they they made they hearted Israel. Ассирийский царь говорил, я самый лучший, потом вавилонский. They hardened Israel, and we see that Assyrian kings, they've been talking about themselves as the greatest, and then Babylon kings started to talk the same things. Злоупотребили, то есть тем, что Господь им позволил. And they also misused what God gave them or allowed them to do. Yeah, you're exactly right. Да, совершенно прав. Habakkuk will talk about that. Авакум будет больше говорить об этом. So what did Persia do? Итак, что же сделала Персия? Что делала Персия? Отпустила Вавилон. Ой, у нее Израиль. So Persians set free Jews. They dismissed them. They brought them back into the land Они вернули их назад в землю. and paid for the reconstruction of Jerusalem. И даже заплатили за восстановление Иерусалима. So a lot different. То есть отношение очень отличалось. Yeah, okay. So we'll talk about that a lot later. Мы поговорим об этом еще больше в будущем. Насчет Кира просто интересно, он реально имел такой смиренный дух? So about Cyrus, it's just interesting. Did he really have this humble spirit? Was he so humble? He was a great king also. I mean, he was humble as compared to Nebuchadnezzar and all of the Assyrian kings, that's for sure. Но он был великим царем, это точно. И о нем можно сказать, что он был более смиренный, чем Навуходоносор и вот все там эти ассирийские цари. То есть, Кир же советник был Даниил. so Daniel was the counselor of the Cyrus, yes? No. Удария. Later Persian king. Кир это более поздний царь Персии. But Cyrus, in Persian history, Cyrus was the greatest king they ever had. Но в персидской истории Кир был величайшим из царей, которые у них были. And today we call it Iran. Ну и теперь мы называем вот эту территорию Ираном. But before you were born, there was a Shah, a leader of Iran, called the Shah. То есть, до того еще, как вы родились, был такой иранский лидер, его звали Ша. And when I was a young man, he was in control of Iran. Ша, it was a kind of the position, yeah? Or Yeah. it's a name? No, it's a position. Да, то есть шах, да, мы назвали. Был шах иранский, который был, как главой Ирана, да, вот. He traced his history all the way back to Cyrus the Great. И вот иранский шах, по сути, как бы он свое родословие от самого Кира шло. Yeah, there was a World's Fair in the city I lived in America. World's Fair, you know what that is? Да, была такая всемирная торговая выставка, которая проходила в том городе, где я жил в Штатах. And in the Iranian pavilion, they had the history of Persia. И вот в иранском павильоне они вот представили всю историю Персии. And it started with the Cyrus the Great and how wonderful a ruler he was. И они начинали там именно с Кира Великого и того, насколько он был великий руководитель. So he's recognized in their history as a great ruler. И он именно в истории признается историками как действительно очень великий и значимый правитель.
But I want you to turn to 47:6. И я хочу сейчас, чтобы вы открыли 47 главу 6 стих. We talked about it, but here it is right in Isaiah Мы 47:6. об этом говорили уже, но вот оно прямо тут в Исаии, 47 глава 6 стих. I was angry with my people. Yeah. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои. А ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое. So that's exactly what we talked about. Вот это именно то, о чем мы здесь говорим. We were talking about Isaiah's time, Мы говорили про времена Исаии, and Isaiah may have lived to 681. That's when Sennacherib, the king of Assyria, died. и Исаия, похоже, жил до 681 году, он еще точно жил, потому что в этом году умер царь Сеннахериб. Ну и об этом Исаия записал, да? Assyria was still in power until 612. И Ассирийская империя, она все еще была в силе до 612 года, обладала какой-то силой. Then Babylon was in power Потом к власти пришел Вавилон. till 536. До 536 года они были доминирующей державой. So this is Persia. Вот это вот с Babylon. Oops, this is Persia. И дальше начинается персидское And this is Babylon. доминирование, а здесь у нас, Is that the way you do Babylon? like B, English B, like Oh. English, Like this? yes. Да, вот это вот Вавилон. Okay. Да, перед этим A. This is A. Да, здесь ассирийское господство, там дальше Вавилон, потом Персия. So Isaiah dies someplace around here. То есть Исаия умер где-то вот в этом промежутке, да? Где-то в районе 681 года. So he's prophesying about these things in the future. И он пророчествует обо всех этих вещах в будущем. And he names Cyrus, and he wouldn't be born for over 100 years. И он называет по имени Кира, и Кир, он родится еще лет через 100. Chapter 48. Хорошо, глава 48. Verse 12, read that. Стих 12, прочитайте, пожалуйста. 48-12, да. Послушай меня, Иаков, Израиль, призванный мой, я тот же, я первый, и я последний. We've heard that before. Слышали ли мы это раньше? Да. Откровение. Yes. Revelation. Yeah. Read 13 through 14. С 13-14 стих, пожалуйста, прочитайте. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю свою над Вавилоном и явит мечту свою над Халдеями. Who is he in verse 14? Кто он, кого Господь возлюбил в 14 стихе? Здесь, наверное, о сыне. Да, о It's about сыне. son. Да, и дальше идет про Троицу. And that, because then he is talking about Trinity. О ком речь в 14 стихе? 14, В 14 стихе 48 главы. the last half of 14. Последняя половина. Да, Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном, явит мышцу над Халдеями. Это Кир. Сариус. И 15 Да. еще Кир. Yeah. Кир. Yes. And also verse 15. Но с 16-го вопрос, это сейчас вопрос, очевидно ли ему в 16-м Троица? But in verse 16, is it obvious that
all members of Trinity are mentioned in that verse. Yes. Да, Yeah. да, конечно. Old Testament. Ветхий Завет. Some people say the Trinity is not in the Old Testament. Некоторые люди говорят, нету Троицы в Ветхом Завете. Yes, it is. Она есть. 17, 17. Redeemer again. Опять Искупитель. 20, Redeemer again. 20. Опять Искупитель. Ну, опять искупление. Господь искупил раба своего Якова. Read 21. Прочитайте 21 стих. Исправили знали вони на пустині, якими проводив він їх. Води в скелі пустині, він скелі розбив, і вода потекла. And he's reminding them of his provisions for them in the wilderness. И Господь напоминает им о том, как Он их всем обеспечивал в пустыне. Okay, 49. 49 глава. What are some verses in 49 that you like? Какие стихи в 49 главе вам не понравились? Verse 15. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has burns? Shall I forget? I will not forget you. Yeah. Четвертый стих это не о служении Христа на земле. Ну, здесь в первое время первого прихода в Израиле. So, that's verse 4 says about the ministry of Jesus, Christ in the earth during his first coming. Go to John 1, 10 and 11. Открой Иоанна, 1 глава, 10-11 стих. Иоанна, 1 глава, 10-11 стих. Мир был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. He came to that which was his own, but his own did not receive it. Yes? Так. Ну, просто что здесь как бы вроде бы как к язычникам. Где здесь? Ну, 49 глава, она как бы к язычникам. It seems like in 49 he's talking to Gentiles. Well, he is in verse 1, that's for sure. Но в первом стихе он точно говорит к язычникам. In 3, he said to me, "You are my servant Israel, in whom I will show my glory." А в третьем он говорит, и сказал мне, ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь. And they're not showing any glory. Но они не... Через них Бог так и не прославился в итоге. Ну, то есть они не дали Богу прославиться через них. And then read 5 through 6. И дальше прочитайте с 5-6 стих. «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя». И он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатка Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». So what do you think? What is it talking about? Что вы думаете, о чем здесь, о ком здесь говорится? О Христе. About Jesus.
Ну и как раз об вот этом отвержении его Израилем, и что это послужило возможностью для язычников. About his rejection by Israel, and that rejection became an opportunity for Gentiles. Деяния цитируются. And also this verse is quoted in Acts, in the book of Acts. Where in Acts? Где в Деяниях? В 13 главе, In chapter 13, стих 47. verse 47. «Ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли». For Это this Павел is, Варнава проповедует. this is Paul and Barnabas' sermon, and it said, "For this is what the Lord has commanded us: I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth." Okay. Хорошо. What do you think was going through Isaiah's mind when he was writing all of this? Как вы думаете, что было вообще в голове у Исаии, что проходило через его мысли, когда он все написал? Он удивлялся, наверное. Probably he was wondering О ком это? О мне? and amazed. Huh? Ну, Maybe- о мне, может, о ком-то другом. Maybe he was thinking, does it about me, maybe about someone else? Он преследовал благодати назначенной. Он Как что? во втором Петра написано. А 2 Петра. Пророки желали проникнуть в Хотел тайну. проникнуть. Да. Probably he wanted to dig and так, где это? So maybe he tried to interpret it somehow as prophets did in Old Testament ages. Peter writes in one of his epistles. Maybe he wanted to get it, but Huh? Yeah. I expect so. я думаю, да, что хотел все-таки проникнуть. 1 Петра 10:11. He had great faith, Isaiah, Но у Исаии великая вера на самом деле. and he knew where to go when there was trouble. И он знал, куда идти, когда наступала беда. You know, when Hezekiah came to him, he went directly to the Lord. He'd always go to the Lord first. И когда Езекия пришел к Исаии, Исаия сразу обратился к Господу. Исаия всегда в первую очередь обращался к Господу. Okay. We're going to have a hard time making it all the way through Isaiah, aren't we? Нам довольно трудно, оказывается, будет пройти через всю книгу Исаии, не правда ли? Anything on 49? Что-то еще в 49 главе. О, да, хороший стих этот, очень классный, 15. The great verse is verse 15. А уже сказал, оказывается. Уже сказал? This, we talked about this. Да, говорим. 13 mentions comforting his people and compassion again. 13 стих говорит об утешении и сострадании к своему народу. 13 стих. «Радуйтесь небеса и веселись земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Okay. Chapter 50, any comments on chapter 50? Глава 50. Какие-то есть комментарии по 50 главе? Просто это интересно, столько страданий, это все дисциплина Бога. And that's interesting how much sufferings they experienced, and all that was a discipline from God. 51. Глава 51. Глава 52. А в 51 в первом стихе это кого подразумевается? So in chapter 51 and verse 1, listen to me, you who pursue righteousness and who seek the Lord. Вообще, so to whom it is referred to? Whom it's referred to?
Ищущие Бога. Look to the rock from which you were cut. Read through 3. Прочитай до 3. Прочитай целиком с 1 по 3. Слушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его. So I'll ask you the question. И вот я теперь спрошу вопрос. Ну, то есть получается как к наследству Авраамова. So it's about the heritage of Abraham. Yes. And why would he be talking about Abraham? Why would he be reminding them about their father Abraham? И зачем бы ему говорить об Аврааме? Зачем бы ему напоминать им про отца их Авраама? Про завет. Because of the covenant. Yes. А почему он их называет ищущими? Это как в будущем они будут искать? So why he's calling them those who pursue righteousness and seek the Lord? Is it about future or about the actual condition? Those are the people that will be listening to him. Это были те люди, которые его слушали. То есть сейчас не все люди, как часть, да? It's a part of Israel. It's not the whole nation, but the part. Yeah. Ну, потому что Иисус упрекал, что не все сыны Авраамовы суть сыны Божьи. Because Jesus convicted Jews that not all the Abraham's sons are sons of God, God's sons. Yes. Да. The blessings flow to those who are sons of Abraham by faith. Благословения Авраамовы перетекают на тех, кто сыны Авраамовы по вере. So we have the tribulation period, У нас будет период Великой Скорби, and then the millennium. и будет тысячелетнее царство. And here, the Abrahamic covenant is fulfilled. И вот здесь будет исполнен завет Авраамов. The great blessings, Придет великое благословение. land, seed, blessing. Земля, семя, благословение, все это придет. Who does it come to? Кому оно придет? All Jews? Всем евреям? Only the believers, Нет, только the верующим. righteous ones. Правильно. These guys all died. Остальные все умерли. Make sense? Понятно, да? Разумно звучит? Да. Okay, 52. Итак, глава 52. Глава 52. Read 7. Прочитайте 7 стих. Как прекрасно на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. Where's that quoted in the New Testament? What book? Где это процитировано в Новом Завете? В какой книге? В Romans 10. Turn to Nahum 1:15. Nahum Откройте, пожалуйста, Наума 1.15. 1:15. Наума 1.15. Same verse. Тот же самый стих. Who came first, Isaiah or Nahum? Кто появился раньше, Исаия или Наум? Isaiah. Because we're studying it in order. То есть мы изучаем же по порядку, да? If we haven't got to Nahum, И мы еще не добрались до Наума. Исаия был раньше. А тут благовестник, тут же не Иисус, читаешь Иисус. So, the one who brings good news, is it about Jesus or not about Jesus? well, let's go to Romans 10:15. Давайте откроем Римлянам 10 главу 15 стих.
read 14 and 15. И прочитали 14 и 15 стих. Але як покличуть того, в кого не вірували, і як повірують у того, що про нього не чули, і як почують без проповідника, і як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. So who's it talking about? О ком говорится здесь? Не про Ісуса. Not about Jesus. Про евангелізм. About believers, preachers, evangelists. Yeah, anybody that's delivering the message. Да, любой, кто доносит послание. So it could be you. И это можете быть и вы тоже. Hopefully it is. Надеюсь, что именно так оно и есть. How many of you have seen the musical The Messiah? Кто из вас смотрел мюзикл «Мессия»? Какое именно? It's a lot of them. What? A lot of them. A lot of musicals. The Messiah. It's by Handel's Messiah. Ага. То есть Генделя «Мессия». Кто смотрел? Постановку, мюзикл, оперу? No? No. Oh! It's not a lot of fans of classical music. Вы советуете посмотреть? So, are you recommend that? Oh yes. Да, конечно. Handel was a German. Гендель, это композитор, Гендель, был немец. And it's from Isaiah 53. И so his kind of musical is from Yeah, Isaiah. yeah. Да, его мюзикл написан по 53 главе Исаии. 54. 54 глава. 54 глава. $55. 55 глава. Можно 54.1? Can you comment verse 1 of 54? Okay, so from Galatians, why does Paul quote this in Galatians? Ну вот, What, Галатам Павел цитирует этот стих, и зачем он это делает? what is he trying to teach in Galatians by quoting this verse? Чему Павел хочет учить в Галатам 5 главе, цитируя стих из Исаии 54:1? In Galatians 5 or? Galatians 4:27. Да, в Галатам 4:27. Чему пытается Павел учить, цитируя Исаию 54? What is the point he's trying to make? Какую идею он пытается донести? Мы дети обетования по Исаии. That we are children of promise, like Isaac. Okay, Like Isaac. as compared to what? В сравнении с кем или с чем? С Агарью и с Измаилом. Comparing with Ishmael. Ishmael, and what does, Hagar. yes, so И Агар, да. Агар и Измаил. Abraham and Sarah represent the Abrahamic covenant, Авраам и Сара, это они воплощают собой завет Авраама. and represent faith, И они воплощают собой веру. and Hagar and Ishmael represent what? А Агарь и Измаил воплощают собой что? Which covenant? Закон. Какой завет? Ветхий закон Моисея. Law. The law, Moses. Mosaic law. Да, Моисеев закон. Yeah. Slavery. So that's what Paul is teaching. He's teaching we live by faith and not by works. Вот чему учит здесь Павел. Мы живем по вере, а не по делам. So the barren woman is the one that lives by faith because she's too old to have a child. То есть неплодная женщина это та, которая живет по вере, потому что она слишком стара, чтобы иметь детей. And the one who lives by works is the one who is continuing to sacrifice and believes that you have to be circumcised in order to be a child of God. Ну, а та, которая имеет детей, это вот та, которая
все еще живет по делам и полагается на жертвоприношения, которые вроде как должны привести тебя ближе к Богу. Ну, So- полагающийся на закон. Да, ну и на жертвоприношение, на обрезание тоже. So let's go back now to 54. Давайте Isaiah 54. вернемся сейчас к 54 главе Исаии. And read 1 through 3. И прочитаем с 1 по 3 стих. Веселися ж неплідна, яка народила, співання утішайся й радій, що мук породільних не мала, бо в покиненої буде більше синів від синів заміжніх, говорить Господь. Пошир місце намету свого і завіси наметні помешкань твоїх, провитягуй, не затримуй. Свої шнури продовж, а кілочки свої позміцняй. Бо праворуч і ліворуч поширишся ти, а на смі твої одідичать народи і заселять міста опустошені. And then read 4 and 5. І зараз 4-5. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, і ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Бо муж твій, творець твій, Господь Савоотому імені, а твій викупитель святий Ізраїлів. Він Богом усієї землі буде з вами. So is that making any sense? Это, ну, то есть понятно вам это, да? То есть, so what. Ну, это про еврейский народ, да? So is it about the Jewish people? Yes. Да. They are the children of the barren woman. Они именно все дети неплодной женщины. They're from Sarah. Они все от Сары. And they should understand that they're special. И они должны понимать, что они особенные. They should be shouting for joy. Они должны кричать от радости. Because they are the ones that were children by faith and not by works. Потому что именно они были детьми по вере, а не по делам.